Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, посвященную обзорам старых масштабных копий из моей коллекции. И сегодня я хочу вам показать автомобиль, который уже продолжительное время у меня. Он приобретался где-то в 2004 или 2005 году, уже и не вспомню. И за эту модель по нынешнему курсу я отдал примерно 3 евро. Очень недорого, и за эту цену в нынешних реалиях можно приобрести разве что покрышки для легкового автомобиля в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим японский трехдверный внедорожник Toyota Land Cruiser 90 Prado в масштабе 1 к 43. Модель выпускается под брендом Carrarama, изготовлена на фабрике Hongwell, и я думаю, многим из вас знакомы изделия от этого бренда. Эти машины были популярны не только в Европе, но и на просторах Российской Федерации. И долгое время у нас продукцию этого бренда можно было свободно приобрести в крупных торговых центрах. Было достаточно зайти в детский отдел, и сразу перед вами вставал огромный стенд продукции Carrarama. И у меня собраны практически все старые модели от этого бренда, а за новой продукцией я особо не следил, потому что новинок не было, были переиздания наиболее популярных машин, и сейчас цена значительно подросла за продукцию Carrarama, и они переключились на выпуск моделей для других брендов. И я думаю, ни для кого не секрет, фабрика Hongwell выпускала продукцию и для брендов Наш Автопром и других российских компаний. И что касается изделий от этого бренда, то мне очень нравятся подобные модели. Они никогда не претендовали на коллекционные масштабные копии. Я бы сказал, это больше детские игрушки с задатками хорошей коллекционной модели. И после небольшой доработки из этих машинок могут получиться действительно хорошие, достойные изделия, которые будут нормально смотреться на полке рядом с более премиальными брендами. Например, если вспомнить такие модели, как Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, то эта масштабная копия ничуть не хуже, чем аналог от Schuco или Mini Champs. И данный Toyota Land Cruiser выпускался с 1996 по 2002 год. Масштабная копия производилась с 2002 по 2006 год. И если я правильно помню, за период выпуска данная масштабная копия не претерпела каких-либо изменений. Зачастую у продукции Carrarama были упрощения по истечении времени, например, были упразднены открывающиеся элементы, поворотные передние колеса, и осветительная техника уже рисовалась краской на корпусе, а изначально на ранних образцах она была в виде отдельных прозрачных деталей. И что касается такого Toyota Land Cruiser в 43-м масштабе, то помимо Carrarama еще подобный внедорожник выпускала французская фирма Vitesse. И у них был как трехдверный Land Cruiser 90, так и пятидверный Land Cruiser 95. И обе модели есть в моей коллекции. Если у вас будет интерес, я тоже на них сделаю в будущем отдельные детальные видеообзоры. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот автомобильчик поближе. Вы также в комментариях можете написать, какие модели от Carrarama есть в ваших коллекциях. И я вам для сравнения приготовил еще несколько автомобильчиков примерно из такой же ценовой категории и примерно с таким же уровнем проработки. И вы можете наглядно посмотреть, как модели отличаются друг от друга в плане проработки. И у этого автомобиля довольно компактная картонная коробочка, окрашенная в яркий красный цвет, и это уже новый дизайн упаковки. Я вам покажу более ранние коробочки. И как вы видите, у них другое оформление. И этот Land Rover приобретался в России за 180 рублей. Даже сохранился ценник. Тоже очень хорошая цена за такой уровень проработки. И у данного автомобиля тоже открываются дверцы, поворачиваются передние колесики и вполне хорошая детализация. И у Carrarama был довольно обширный ассортимент различных Land Rover. Были и гражданские автомобили, и также военные, и автомобильчики продавались с небольшими прицепчиками, и у меня есть некоторые Land Rover с прицепами, я тоже вам их как-нибудь покажу в одном из будущих видеообзоров.
И здесь также с ранними моделями от Carrorama поставлялась небольшая планочка, на которой был указан прототип. На более поздних моделях этот элемент уже тоже исчез. И коробочка здесь без каких-либо опознавательных знаков. Снизу написано, что это изделие не предназначено для детей младше 3 лет. И большая часть продукции Carrorama попадает в 43-й масштаб. У них встречаются не совсем удачные модели, и, по-моему, Volkswagen Passat был в 41 масштабе, и ранний Volkswagen Жук был в 40 масштабе, а остальные модели вполне хорошо копировали настоящие прототипы. И вы в комментариях можете написать, возможно, еще есть какие-то не очень удачные модели, которые есть в ваших коллекциях. И модель крепится к картонной подставке при помощи 2 крепежных винтов. И расположение крепежных элементов у Carrorama абсолютно идентичное на всех масштабных копиях, и модели подгоняются под упаковку. Точно так же, как у производителя Burago. Из-за этого не всегда старые модели попадали в 43-й масштаб. Вот так выглядит нижняя часть, все очень схематически изображено. Можно было окрасить выхлопную трубу, но опять же эту доработку можно сделать самостоятельно. И за эту цену, я думаю, особо придираться к автомобилю не стоит. Указан прототип Toyota Land Cruiser, также есть значок Honeywell, который говорит нам о том, что эта модель сделана на их фабрике, и колесики у этого автомобиля вращаются независимо друг от друга. Тоже небольшой бонус. Вполне хороший протектор на покрышках, и резина здесь довольно мягкая, и она не оплавляет колесные диски. Зачастую на недорогих журнальных моделях покрышки плавят обод колеса, и если вы не уследите, после 5-6 лет колесный диск идет на выброс, потому что он полностью деформирован пластификатором, который выделяется с покрышки. И можно открыть дверцы, они открываются не на большой угол, но тем не менее вполне хорошо проработана внутренняя расшивка двери. Панель приборов другого цвета, очень маленькое рулевое колесо и присутствует небольшой значок Toyota. Сиденье здесь из более светлого пластика. Также могу открыть вам вторую дверку, чтобы вы посмотрели на панель приборов поближе. И здесь на панели приборов нету наклеек, на других моделях есть и различные датчики. И также, если вы присмотритесь, почему-то здесь неправильно установлено рулевое колесо, оно вклеено прямо в то место, где должны быть различные приборы. И здесь сверху присутствуют пластиковые рейлинги. Вполне хорошо смотрятся задние фонари, выделены огни заднего хода, но почему-то в бампере просто нанесли краской. Можно было тоже их сделать, как и верхние задние фонари. Также обозначили красным лаком третий стоп-сигнал. Есть нити обогрева заднего стекла, но они тоже смотрятся довольно игрушечно. Присутствует запаска, есть регистрационные номерные знаки, шильдик Toyota, надпись Toyota, надпись Land Cruiser. И вот так выглядит автомобиль с других ракурсов. И непонятно, зачем переднюю светотехнику здесь просто обозначили серебристой краской. Это детали из пластика. И я видел, на некоторых моделях в продаже фары были прозрачные. Возможно, это была доработка, просто убирали краску с детали. Возможно, на более ранних машинах фары действительно не красили серебристым цветом. Напишите в комментариях, у кого из вас есть похожая Toyota, какая у нее осветительная техника спереди. И стеклоочистители здесь просто обозначили черной краской, они сделаны единым целым с лобовым стеклом. И давайте покажу вам для сравнения модель от Solido. Это Peugeot 605. Эта машина стоила в 3 раза дороже, но ее проработка не лучше, чем у более бюджетного изделия. Тоже открываются передние дверцы, но, как вы видите, подгонка деталей здесь еще хуже.
и не очень хорошее лакокрасочное покрытие. Почему-то по истечении времени краска просела, но это не цинковая чума, корпус у этой модели довольно крепкий. И также у продукции Solido более примитивные покрышки. Они полностью пластиковые, жесткие, и также очень схематически изображены колесные диски. И салоны у этих автомобильчиков тоже сделаны намного проще. Если вы заглянете, здесь все из черного пластика. Так что, повторюсь, в этом плане изделия от Carrorama ничуть не хуже, чем у более премиальных брендов. И покажу вам еще две масштабные копии. Например, УАЗ Hunter. Эта модель продавалась в коробочках Bauer, если мне не изменяет память, и тоже эти модели стоили примерно 200 рублей. Относительно недорого, вполне хорошие изделия за эту цену, тоже открываются передние дверцы, окрашены сиденья. Хорошая светотехника, уже поставил сюда регистрационные номерные знаки, и изначально на этой модели был окрашен глушитель серебристой краской. И покажу вам последний внедорожник из журнальной серии «Автолегенды СССР». У меня нету журнальных современных импортных внедорожников, поэтому покажу вам советские. Но тоже вполне хорошие, и как раз вы видите на журнальных моделях уже более богатая детализация. Правда, это не самый лучший вариант, он переразмерен. И масштаб здесь примерно 1 к 40. Так что тоже вроде бы хороший прототип. Удачно модель передает образ настоящего автомобиля, но не попадает в 43-й масштаб. И пишите ваши комментарии, есть ли у вас похожий Toyota Land Cruiser от Carrorama, когда, где и за сколько вы покупали эту масштабную копию. Что вы думаете о продукции этого бренда? Можно ли отнести эти изделия к коллекционным масштабным копиям, или это больше детская игрушка? Если вам понравился видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.